Всем привет, друзья! Очередной шикарный сазан на повестке дня. Речной настоящий сазан, не карп. Как я отличаю сазан от карпа? Все, что дикое, плавает в речке, в море, в озерах, я называю все это сазаном, если оно было искусственно человеком не зарыблено. Если же это искусственно, то есть получено где-то на ферме, на рыбозаводе и запускается именно для того, чтобы выловить, потом кормиться комбикормами, специальными кормами, то это уже карп. Он растет быстрее, это выведенная порода как раз из сазана, именно домашняя, так в кавычках скажем, чтобы она росла быстрее, была стойкая к болезням, то карп. В любом случае дикий сазан, пойманный у нас на реке, на проточной воде, питающийся природными исключительно компонентами, промытый кишечник, ни запаха, ила, ничего, потому что грунты у нас жесткие, либо песок, либо ракушка. Речные сазаны в основном питаются как раз ракушкой. От этого их мясо, их структура мяса и само мясо, вкус мяса, гастрономия великолепны, конечно. Сегодня решил я приготовить снова балык. Почему? Потому что вам понравился очень сильно мой первый ролик. Снимал я его тогда еще совершенно без опыта, без какого-либо понимания, как нужно снимать ролики, как монтировать. Именно, наверное, от этого он получился такой душевный и всеми любимый. Много вопросов пришло на тот ролик по балыкам, много, как сказать, траблов было. И сейчас я хочу немножко пояснить, пока я буду его разделывать. Балыком у нас называется все вкусно приготовленное из рыбы, посоленное и повяленное. Будь то спина, вырезка спины, будь то ребра вместе со спиной, будь то раскрытая татарка, полностью раскрытая рыба, либо частями, кусками сделана рыба и подвяленная на солнышке, так что ее можно порезать потом слайсами и вкусно кушать. Все это у нас называется балык. И я совершенно с вами согласен, что с тюркского балик переводится как рыба. Наверное, оттуда все это и пошло. Так сегодня у нас балик, сазан. Очень вкусно, значит балык. В туловище приготовим балык. У него полно икры. Сделаем соленую свежую икру. Из головы сварим уху, добавим еще мелочишки. Так вот у нас сегодня примерно анонс. Поехали. В первую очередь, как я уже говорил, я всегда одеваю перчатки. Мне так удобнее работать. И приятнее с рыбой возиться в перчатках. Плюс меньше вероятность порезаться. Пилы присутствуют у рыбы. И если поранишься и слизь попадет в раны, то будет не очень хорошо. Поехали. Удобнее всего изначально удалить жабры. Сазан супер свежий, просто утром пойманный. Глаза прозрачные, яркие. Жабры тоже яркие. Удаляю аккуратно, подводя нож под гортань, под тумак, язык. Удаляю жабры. Жабры пойдут на съедение рыбам, либо курам. Прекрасный биологический материал. С одной стороны переворачиваем и удаляем с другой. Не обязательно начинать с жабер, просто пока сазан целый, мне почему-то так удобно. Он имеет массу большую, соответственно голова не улетает, не выскальзывает из рук и достаточно легко ударить жабры. Жабры удалены.
Это делается для того, чтобы уха у нас была прозрачная, вкусная, прекрасно. Жабры могут набирать в себе остатки ила, каких-то организмов, чем питался сазан, и насытить уху, суп именно этими компонентами. Плюс у крупных сазанов действительно желательно удалить адамов камень. Он находится над языком, в гортани, перед мозговой коробкой. Вот именно, смогу я вам, надеюсь, показать, именно вот здесь. Вот как бы язык идет, тумак, и вот туда заходит, и там находится адамов камень. Удалить его можно с помощью ножа, подковырнув буквально, и потом пальцем сейчас выну, и вы поймете, о чем я говорю. Вот он, адамов камень, желтенький, немножко с горчинкой, и у крупных сазанов действительно уха от них может горчить. По-разному, бывает горчит, бывает нет. Удалить его несложно. Вот мы его и удалили. Так, разделываю, именно филирую с чешуей. На балык у нас это называется разделка. Сейчас буду подрезать ребра. Ребра оставлю на хребте. Именно для того, чтобы сварить замечательную вкусную уху. Раз она у нас сегодня варится из свежей рыбы. Уху я варю только из свежей, вот прям пойманной сегодня рыбы. Это самая вкусная уха. Все, что сварено из холодильника, либо из морозилки, ухой у нас называть вообще не принято. Это уже будет рыбий суп. Так как я уже несколько раз показывал, как я разделываю, то сегодня я объяснять это уже не буду. Можете посмотреть другие мои ролики. Лучше параллельно, пока буду разделывать, буду отвечать на вопросы, которые задавали вы в предыдущих моих фильмах. Когда я первый раз разделывал на балык именно толстолобика крупного, именно тот момент, который вам понравился, да, я сказал, что жир рыбий вреден, но не все расслышали, в каком виде вреден, я считаю, жир рыбий. Это в жареном. Я говорил именно про жареного толстолобика, крупного, жирного, такие, которые у нас бывают. И имел в виду, что не всем он будет полезен в силу того, что жир рыбий, растительный, животный, любой, при термической обработке на сковородке, при высоких температурах, разлагается, происходит его деструкция, простым языком распадается. И в результате этого процесса образуется немалое количество канцерогенов. Плюс этот жир, который со сковородки, со сливочным либо растительном масле, также очень тяжелый для поджелудочной и для пожилых людей, а рыбу частенько употребляют именно пожилые люди, он будет опасен в силу того, что может обострить заболевание поджелудочной железы. В остальном, конечно, вы правы, рыбий жир полезен. Его даже специально выписывали, специально употребляют. Очень положительно влияет на иммунитет. Конечно, рыбий жир в этом отношении прекрасен и полезен в любых видах. Но нужно именно жареный применять с осторожностью. А вот такую крупную жирную рыбу пустить именно на балык, это будет, я считаю, это намного правильнее. Потому что здесь рыбий жир будет как раз в чистом виде, не разложившись. И он принесет максимальную пользу для организма. Полностью вкус почувствовать как раз получается только именно через балык. Очень важно, именно когда подрезаете в этом месте возле головы, не порезать желчь. Конечно, она повлияет на вкус, особенно ухи, поэтому нужно максимально осторожно ножом вдоль ребер прорезать. Но если вдруг вы ее порезали, не пугайтесь, нужно быстро замыть водичкой и срезать ножом эти места, которые заденет желчь.
Вы только посмотрите, сколько в нем икры. Мне даже хочется отдельно взвесить. Здесь просто, наверное, килограмма 2 икры. Конечно, очень жаль то, что рыба не отнерестилась, не отметала. Но грех на душу я не взял, я его купил. А промрыбакам разрешает ловить государство. Сколько великолепных блюд можно сделать, причем она вот уже готовая. Можно просто отделить пленку, посолить или сделать икряники. Только посмотрите, какая банка. По-моему, 3-литровая банка. Ну, почти полная. Где-то 2,5 килограмма икры. Вот это деликатес. Вот она, та самая вредная, противная желчь. Хотя многие утверждают, что у нее есть целебные свойства. Если ее полностью проглотить, то она положительно влияет на мужской организм. Есть такое поверье. Аккуратненько удаляем. Также, когда готовим на балык, особенно такую вот жирную крупную рыбу, то можно не стесняться. Необходимо не стесняться, а именно хорошенько все вымывать. Убирать все пленочки, всю кровь, чтобы эта сукровица не попала внутрь тела, а именно туловище и вот мясо стало светлым. И эта же кровь, она как раз потом будет в ухе давать серую пену, как типа грязь. Чтобы чем лучше отмоешь такую рыбу, тем, соответственно, станет уха прозрачнее. Также еще замечание было по такой замечательной штуке, как пузырь. Да, действительно, у нас рыбы много, и мы пузырем всегда пренебрегали, всегда его кидали курам. Но в принципе это деликатес. Если его посолить и в муке обернуть, пожарить, то это прекрасное вкусное лакомство. Это чистый белок. Да, действительно, если рыба мелкая, есть такое поверье, что лучше ее не мыть, чтобы был лучше навар. Подчищаю исключительно голову, потому что голова пойдет в уху, и когда будем объедать именно голову, чешуя нам совершенно не нужна. Да, есть такое поверье. Многие старые рыбаки говорят: ни в коем случае не мой рыбу. Почему? Потому что особенно у мелкой рыбы не так уж много жира, поэтому рыбаки стараются не смывать его. Ну и вдобавок лучше получается навар. Ну, когда рыба вот такая именно крупная, я считаю, лучше ее хорошенько смыть, потому что жира на ней хватает, а уха всяко приятней, когда она прозрачная. Когда жирок, знаете ли, плавает сверху, и все прозрачненькое. Про плавники были вопросы. Мне плавники совершенно не мешают. Я их оставляю. Если вам мешают, то их можно аккуратно срезать ножницами. Есть сейчас, наверное, все знают такие специальные кулинарные ножницы, которыми срезают. И, пожалуйста, никаких вот этих вот плавников, хвостов, все, что вам мешает, можете срезать. Мне они не мешают. Где-то они удаляются, где-то ножом срезаются, а где-то остаются. И просто потом вместе с чешуей выкидываются. Ничего, считаю, в этом страшного нет. Да, и вот именно в таком вот виде, такими вот книжками огромными, на наших базарах именно висят балыки и называются балык. Вот она, красота. Органичное мясо. Этот изыск гастрономии. Красота.
Единственное, что еще делают всегда в наших краях, для того, чтобы балык был балыком, это делают такие вот аккуратные надрезы. Где-то сантиметров по 7, наверное. Для того, чтобы проникла туда соль. Все прекрасно просолилось и провялилось. Я, конечно, немножко ушел от вот такого способа. Я делаю кусками, пластами. Мне так удобнее, потому что я солю в холодильнике. Сейчас покажу как. Так как в чашке класть такие огромные куски неудобно, я их делю на более маленькие. Примерно вот на такие, чтобы потом можно было повесить, сушить, вялить. И уже их впоследствии солю. Целиком делают именно для того, чтобы было красиво, чтобы показать на базаре, какая крупная была рыба. Потому что чем крупнее рыба, тем ценнее балык. Да, вот, как видите, весенний сазан совсем не то, что осенний. Поэтому сейчас весной я стараюсь сазана ловить как можно меньше. Да и вообще любую рыбу, только немножко на еду. Лучше всего ловить рыбу после лета, осенью и зимой. И сохраняется лучше, сейчас у нас уже жара за 30. И намного вкуснее из-за количества жира. Но все равно просто прекрасный вид. И вкус, я уверен, будет тоже не хуже. И вот такой отличный хребет, скелет с махалкой и башкой остался у нас. И пойдет он на уху. Уху приготовим сегодня в котелке, в казане. Немножко извиняюсь, будет музыка играть. Будем пока готовить. У соседа праздник, покрестили дочку. Поэтому народ отмечает, музыка играет. Так что спасибо за понимание. Ломаю на несколько частей, чтобы было удобно погрузить в котелок, а потом и в уху. Потом и в тарелку. И вот такой замечательный суповой набор у нас получился. Так, ну по засолке самой особо вопросов, я помню, не возникало. Но все же повторю, сыплю я вот так соль изрядно, укладываю слоями рыбу, как в принципе сухой посол для вяления. Мог бы я вам рассказать про разницу химических потенциалов и в принципе процесс просолки. Но загружать особо не буду, скажу лишь, такое большое количество соли, оно просто необходимо. Необходимо для того, чтобы толстые жирные ткани в рыбе именно просолились в корень. Чтобы умерла вся зараза и чтобы равномерно был просол. Порядка 12-15%. Потом для ГОСТовского просола в 2-3% мы доведем отмочкой. То есть, когда будем вымачивать, будем добавлять воду, тогда мы уже сделаем засол таким, каким нужно. Лучше не рисковать. То есть есть методы просолки такие, щадящие, по 2 часа, там немножко соли, но это, ребят, очень опасно. Сам я несколько раз пробовал, и не у каждого желудок выдержит такую полусырую двухчасовую рыбу. Да, есть определенные сорта рыбы, например, селедка наша каспийская. Она солится очень быстро, буквально 2 часа посол. А в остальном рыбу старайтесь солить мощно, в корень. Соль не жалеть. Никогда наши деды соль не жалели. И всегда все получалось вкусно. Хранили ее в соли месяцами. Ну не годами, конечно, но месяцами. Отмачивали, готовили именно тогда, когда им было нужно. Вот еще сейчас полпачки соли здесь сверху высыплю. И можно убирать в холодильник. Солю у нас в холодильнике, потому что температура для просолки необходима от 5 до 15 градусов. У нас даже весной, в апреле, сейчас температура на улице достигала плюс 30. Поэтому очень проблематично нормально просолить рыбу. Лучше это делать в холодильнике, чтобы не поиметь проблем.
Вот так в итоге все получается. Пересыпано солью и идет в холодильник. Если вы хотите немножко карамелизировать структуру, чтобы она была прозрачной, вам нравятся такие балыки, такого вида полупрозрачного, можно добавить сахар, смесь соли с сахаром. 1 к 10 примерно. На килограмм сахара идет 100 грамм. На килограмм соли идет 100 грамм сахара. Также, если рыба пахнет тиной, какие-то у нее привкусы, запахи посторонние есть, можно отмочить в соевом соусе. Тоже, в принципе, пробовал. Имеет жизнь такая идея. Ну а в остальном, если рыба вкусная, чистая, проточная, как у нас, соль, холод и все. Убираем в холодильник до лучших времен. Я солю не менее суток. Через сутки достаю и покажу, что дальше делаем. Пока что убираем на минимум сутки в холодильник. У меня специальный котелок для приготовления плова, ухи. Конечно, его сложновато бывает отмыть, потому что он весь специально для костра. И внутри разные ингредиенты бывают. Но я обычно наливаю водички немножко, прокипячу его хорошенько. И потом уже закладываю ингредиенты, чтобы приготовить что-то на сегодня вкусное. Все равно самый лучший вкусный плов и уха получается именно в этом старом прожженном казане. Перво-наперво вниз я кладу голову. То, что варится дольше всех. Воду еще даже не наливал. Ничего страшного, поджариться не успеем. Такую жмень прям соли. В этой соли промешиваю все. Голову натираю всю. Потом кладу более мелкие запчасти. Также натираю солью. Рыба очень любит соль. Даже в уху стараюсь насыпать, не жалеть. Теперь добавляю воду. Голова внизу. По кругу кости. Даже он немножко поджаривается. Ничего страшного. Это даже очень и очень прекрасно. И теперь вливаем воду. Фух, дым в глаза. Вода должна едва-едва покрывать рыбу. Далее беру, ну, такое количество достаточно будет 4-5 хороших картошинок крупных. И так как у нас это голова, достаточно крупно, крупными кубиками режу картошку в уху. Чем крупнее рыба, тем стараюсь кубики сделать крупнее. Потому что меня так научили, ребят, не знаю у кого какие рецепты, секреты, но вот именно готовность ухи я всегда определяю по готовности картошки. Если рыба мелкая, я ее режу чуть ли не как на жарку, тонко. Если рыба крупная, то такими прям хорошими, добрыми кусочками. Как картошка сварилась, так рыба готова. Единственное, конечно, все равно нужно проверить, чтобы с рыбы не текла кровь, сукровица, когда будет готова. Ну а так, самое плохое в ухе и в варенье рыбы — это рыбу переварить. Если рыбу переварил, то, ребят, поверьте, ни уха, ни рыба вкусными уже не будут. Вот такая уже красота у нас тут получается. Также снимать было некогда. Сынок утром сегодня поймал вот красноперку и густеру. И я их сейчас почистил. И для вкуса, для ухи, для наваристости это очень прекрасно, когда есть разнообразие рыбы. Прямо вот так аккуратно сверху кладу, чтобы потом можно было просто их вытащить и удалить из ухи, чтобы кости не попали туда. Они очень костлявые, но навар дадут. Разжигаем посильнее огонь, чтобы уха закипела. Закипеть она должна под крышкой. Ну, вернее, может закипеть под крышкой быстрее, будет, если она закипит под крышкой. Как только она закипит, хотя бы чуть-чуть, нужно крышку обязательно снять. Под крышкой варить нельзя уху. Запомните раз и навсегда. Ты купался.
Или за лягушками бегал, или за черепахами. А, красавчик мой. Обязательно кладем лаврушечку. Также обязательно по-астрахански добавляю помидорку. Стараюсь резать не крупно, а мельче, чтобы выделялся сок. Чтобы приятно мелкая помидорка попадала в ложку, когда будем есть уху. Так вот должна медленно кипеть уха. Если вдруг лишние дрова, видно, что сильно закипело, я удалил, ничего страшного. Можно потом двумя проволоками взять и подложить эти угольки, дровишки. А так главное, чтобы она вот потихонечку кипела именно. Ну вот, обратно подложил с помощью кочерги и топора. Дровишки положил, и все, уха потихонечку кипит. Приготовил лук. В конце, за 5 минут до готовности, закладываем мелко порезанный лук. Очень самая уставшая в мире собака. Да, Пыш? Можно вот так приоткрыть жаберную крышку, приподнять. Ага, голову, он, видите, сукровица. Значит, дальше продолжаем пока еще варить. А вот этих рыбок скоро уже на тарелочку. И снимать будем с них. Чисто с ребер снимем мяско. Икру достанем. Остальное можно кошкам отдать. Можно еще чуть-чуть посолить. Прям буквально хорошую щепотку. Казалось, только соли сыпал, куда еще? Нет. Сейчас вот перед готовностью пробую. И действительно нужна еще соль. Рыба любит соль. Продолжаем варить минут 10, наверное, не больше. Пока что можно пойти и порезать салат, помидоры, огурцы. Уже почти готово. Сегодня мы полакомимся ухой, а через 3-4 дня будет готов балык. Как раз на майские праздники буду своих угощать. Класс! Вот осталось в нашей ухе вариться минут 5-7 буквально. Беру икру сазанью и прям хорошую порцию закидываю непосредственно перед готовкой. Раньше обычно не закладываю, чтобы она не переварилась опять же. Даст она сейчас свой определенный цинус, обварится, вкус, и сама по себе будет очень вкусная. Ну и также загружаем мелко порезанный лук, чтобы он успел немножко обвариться, дать свой сок, и при этом не был кашей. Вот такая вот красота получается. Там жирок желтый плавает. Так, мелкая рыба у нас сварилась. Ее переварить допускать нельзя, иначе она рассыпется. Будут маленькие тонкие кости у нас. Поэтому мы ее сейчас достаем. Раз. И вторая тарашечка поварилась, вкус дала. Все чудесно. Все, чтобы косточки не попали туда. Так, подсматриваем за головой. Тут немножко сукровицы есть, так что голову еще варим. Значит, ребрышки достаем, голову оставляем варить дальше. Махалка жирная какая. С мелкой рыбы буквально с ребер снимаем мясо. Вот так. Извлекаем икру.
Остальное, вот этот вот скелет от мелкой рыбы, здесь перебирать его практически нереально. У нас этого никто не делает. Мы это отдаем просто кошкам либо собакам. Понимаешь? Не знаю. А вот то, что с мелкой рыбы с ребер убрали и немножко икорки, возвращаем обратно в уху. Это будет великолепная насыщенная рыбой уха, такая наваристая, с икрой, с лучком. Ну а этот лук, конечно, если кто его не любит, его просто можно извлечь, такой крупный, и удалить. Но также говорят, такой вареный лук очень полезен от рака. Так что все, в принципе, в жизни в определенных количествах является лекарством. А вот преувеличение дозировки ведет к тому, что это вещество становится ядом. Такая густая, насыщенная уха. Осталось сюда добавить немножко зелени и можно выключать. Главное, чтобы крупная голова проварилась, не было сукровицы. Все, сукровицы нет, уха готова. Загружаем зелень и выключаем, убираем огонь. Ох, как же я люблю весну и лето. Именно вот за это, за количество, большое количество зелени. Красота. Последний финальный штрих в ухе. Все, зелень загружена, сейчас она обварится. А та зелень, которая попала вот именно в голову, пускай извлекается вместе с головой. Вот так. Высшим пилотажем считается, конечно, чтобы голова осталась целая. Но этот баланс очень сложно соблюсти. Именно из-за того, чтобы проварить до самых мозгов и оставить голову целой. В этом плане лучше, конечно, немножко голову переварить. Вот какие куски тут мяса, головы. Просто великолепные. Такой у нас сельский обед. По-астрахански сначала едят рыбу сначала. Вот она у нас выложена вся. Пока горяченькая сейчас с зеленью, с салатиками, хлебушка. Больше ничего и не надо. А потом уже будем кушать уху. Все. Сил уже нет, время обеденное давно прошло. Нам приятного аппетита, а вам добра, здоровья, счастья, удачи, всего самого наилучшего. Все, пока. Ура! 30 апреля, уже 2 дня как пик половодья считается. По своим отметкам я вижу, что вода в принципе остановилась. Последние 2 дня она растет буквально по 3-4 сантиметра уровень. Только начали заливаться полои, особо полоев еще нет, не знаю сколько продержит уровень. Обещают нам половодье выше среднего за последние 3 года, но что-то как-то, если честно, не верится уже. Последние 10 лет не было ни одного нормального половодья. Хоть и все топит в России, топит в Казахстане, везде плотины рвутся, воды море. А к нам вода почему-то не хочет доходить. Это очень жаль. Мы бы с удовольствием в нашу область еще 1,5 метра воды взяли. А это, наверное, миллиарды, миллионы кубометров. Миллиарды кубометров воды забрать бы у тех, у кого ее слишком много. Но у природы свои планы. Природа решает сама по-другому, по-своему. 30 апреля, последний день ловли воблы, когда разрешено в этом году ловить воблу. Очень абсурдная вещь получилась в этом году. Воблу разрешили ловить тогда, когда она должна нереститься, когда она пошла в полой, когда как раз она стала священной рыбой, потому что она нерестится, мечет икру. Тогда ее разрешили ловить. До этого пока было прохладно, и она очень плохо ловилась, ее толком в речках не было. Было интересно на самом деле ее ловить до 20 апреля. Солить легко ее было, потому что было холодно, не было мухи. То есть, соответственно, процент выхода хорошей рыбы был выше. Ее ловить в это время запрещали. Ну, бред. У нас все сделано в угоду коммерции. По-другому не назовешь. Кто бы что бы ни говорил, какими бы светлыми
мыслями не прикрывался. Нужен полный запрет, только полный запрет, весенний хотя бы полный запрет на промрыболовство. На любительскую рыбалку, ладно, будем солидарны с промрыбаками. Хотя бы на год, на 2, на 3, на 5. Насколько это возможно экономически возможно. Тогда бы рыбы стало реально в разы больше. А так это все полумеры, никому они не помогут. Да и никому это и не надо. В деле поедания рыбы самое главное вовремя остановиться и перейти на уху. Иначе сил не хватит на нее. Красота. Так вот примерно пополам я разделил. Тут где-то килограмм, может быть чуть больше икры. Здесь вот на икрянике осталось. Я уже несколько раз показывал, как икряники делать. В принципе, ни у кого вопросов особо не возникло. Икра крупная, свежая, не мороженая. Уже готовая к нересту, поэтому пленок практически нет. И, соответственно, все делается легко и просто. Я в наших сазанах, в нашей рыбе уверен, то, что они не заражены, ничего, без проблем. Поэтому беру просто ложку соли с бугром на килограмм икры. Самый лучший сухой посол. Икра получается зернистая, сухая, но обязательно также выдерживаю сутки. Вот так вот чуть-чуть с гарантией сделаем, и нормально. 2 ложки на килограмм это уже перебор, 1,5 это будет соленая, 1 ложка это будет слабо соленая. Все, просто перемешиваем. Можно вилочкой. И эти пленочки, остатки, они намотаются как раз на вилочку. Мне вот сейчас именно захотелось такой не ошпаренной, именно свежей, прекрасной икры. Ну а если перегнать через мясорубочку, то вот этих вот пленочек и вовсе не будет. Я их сейчас аккуратненько вилочкой просто отделяю и кладу в икру, которая пойдет на икряники. Это все равно, что соленая вяленая рыба. Она сутки просолится и будет великолепного вкуса, качества. Прошли сутки и начинаю отмывать рыбу. Холодной обязательно водой. Сейчас вот идет теплая. Лучше полить ей немножко растения. Все процедуры промывки рыбы, отмачивания, все всегда делается только в холодной воде. Я солю не менее суток крупную рыбу. Если это жереха, где более тонкие ткани, можно 12 часов, но не менее 12 часов. А так принцип здесь простой. Сутки, двое, трое, да хоть неделю в соли. Ничего страшного, лишь бы она стояла в холоде и в соли. Дальше мы ее хорошенько отмываем. И столько суток, сколько солили, столько же часов мы ее будем отмачивать. Это первый вариант. То есть сейчас я солил сутки, буду отмачивать час. И также, соответственно, сколько суток солили, столько раз нужно поменять воду. Солил сутки, значит, один раз можно слить воду, либо хорошенько промыть и оставить на час. 3 суток солили рыбу, значит, нужно 3 раза в течение 3 часов каждый час менять воду, промывать, менять воду и оставлять в воде. И есть еще третий вариант, самый ленивый, самый точный. Третий вариант — это промыть хорошенько рыбу, сколько бы суток она не солилась, и оставить ее в небольшом количестве воды. Ровно в таком, чтобы она покрывала рыбу, не в большом количестве воды. Когда у вас появится время, не менее чем хоть на следующий день, хоть через 2 дня, хоть через 3 дня, соответственно, при хранении в холодильнике, конечно, вы просто сольете эту воду, в которой она отмачивалась все это время. Попробуйте, вырежете вот кусочек здесь посередине где-нибудь на вкус. И если рыба покажется вам пресная, значит она готова к подвяливанию. Если же нет, то нужно еще раз замочить. В общем, всегда отмачиваю по вкусу.
Но если вы не хотите пробовать, можно отмачивать столько часов, сколько солилась рыба. Сколько суток солилась рыба. 3 суток солили, значит 3 часа отмачиваем и 3 раза меняем воду. Смысл данного метода в том, что когда мы засаливаем рыбу в большом количестве соли, а это соотношение, как ни крути, где-то 15%, то есть 1,5 килограмма соли на 10 килограмм рыбы, мы ее высаливаем, соответственно, в эти 12-15% концентрации соли, чтобы в теле было 12-15% соли. Данная концентрация убивает все микроорганизмы, которые находятся в теле, то есть паразиты, либо их личинки. И, соответственно, дальше нам такую рыбу есть невозможно по соли. Она очень-очень соленая, не сушить ее нельзя. И обратно нам нужно довести ее до солености, той, которая положена при употреблении в пищу. Первый сорт, хоть икра, хоть рыба, это 3% содержания соли. 3-6%. Масса рыбы здесь после засолки примерно пополам от сазана. То есть где-то здесь 5 килограмм. Не больше, за вычетом икры тем более. Осталось здесь 5 килограмм массы. Сюда налили воды не меньше 7 литров. То есть общая масса воды стала 12 литров. Концентрация соли падает в 2,5 раза. Отмачивается рыба тем быстрее, чем преснее вода, которую вы залили. Как только концентрация в воде соли начинает расти, так скорость процесса уменьшается. Соответственно, либо мы, если солили 3 суток, 3 часа отмачиваем, каждый час меняем воду, чтобы вытянуть именно всю соль, лишнюю соль из рыбы. Либо оставляем надолго, процессы замедляются, и в конце концов концентрация падает до минимума. Устаканивается точно такая же, как в теле рыбы, так как и в воде. После этого мы, если еще раз поменяем воду, достаточно будет там полчаса-час отмочить, чтобы достигнуть как раз этих 3-5% концентрации соли. Вот и все, вот и весь смысл процесса. Все. Здесь сплошная химия с физикой. Основано все на разнице химических потенциалов, концентрации соли в воде и в теле рыбы. Главное, чтобы все происходило в холодной воде, потому что растворимость солей тем выше, чем ниже температура раствора. Сейчас это дело все убираем в холодильник на час. Потом смою, чуть-чуть попробую на вкус. Потому что рыба, в принципе, готовая, просоленная, бояться ее не стоит. Ну и все, останется ее в ночь. Как раз сейчас уже время 5 час вечера, в ночь останется ее подвялить, и утром уже будет готовый балык. Но вкусный балык становится где-то на 2-3 день, даже если он уже не на солнце лежит, а где-то на столе подсушивается, либо в холодильнике, в морозилке хранится. Он как бы немножко доходит, ферментируется. Только посмотрите, во что превратилась уха на следующий день. Просто желе. Красота. Заливное. Никакая не гадость. Крупная, зернистая, еще и с лучком. Просто прелесть. Все, ночку повисели, в ночь вывешивал. Сейчас убираем морозилку, чтобы мухи не сели. И в ночь снова повешу. Я делаю так. Можно, конечно, марлю сделать, уксусом ее немножко обработать, чтобы муха не садилась, но я не тороплюсь, поэтому через морозилку в ночь вывешиваю, днем в морозилку. Вот такая красота получается. Я не особо фанат холодных балыков, но коптилочка холодного копчения есть. Оставлю включенную ее часов на 6. И балычки из сазана будут еще интересней по вкусу. Потом постараюсь вам показать, что получилось.
Бавим наполовину. Получился у нас вот такой вот пласт. Сейчас срезал. Несколько кусков отправились в холодное копчение в коптилку. Что-то ушло в морозилку. И вот сейчас это на чешуе, на коже. Сейчас один срежу, покажу вариант сервировки. Заодно заценим с вами. Продегустируем. Вот посмотрите, что под кожей творится. Просто великолепие. Между тканями жировые прослойки. Жирок такой чуть желтоватого цвета. Больше похожий на сетрового. Я делаю обычно просто нарезочку. Удобную. Просто тонко нарезаю. Особенно удобно делать, когда подмороженный балычок. Употребляю с зеленью, с помидорчиками, с огурчиками. Сейчас вот у меня на подложке листья щавеля. Прекрасный такой. Посмотрите, какая красота. Просто прозрачная вкуснотища. Я нарезаю просто нарезочкой на хлебушек. Очень вкусно, считаю. Мне нравится. Но не все принимают такой. Но не все принимают балык в таком виде. У меня, например, жена никак ни в какую, сколько лет уже женатый, больше 10 лет, ни в какую все равно балык в таком виде не ест. Считает как сырая рыба, сырятина. Но при этом, если я делаю такими же вот тонкими кусочками, такой же нарезочкой, только даже мельче, сейчас здесь продемонстрирую, на вот этой тёшечке, на вот этой ребрине. Если я нарезаю просто тоненько вот такого вида мясцо, рыбу, тоненько просто нарезаю, как хешку, закладываю в баночку, добавляю лук, масло и перемешиваю все. Заливаю маслом, добавляю лучок, можно просто даже в масле. И, пожалуйста, замечательная закуска, лучше всякой кильки, селедки, собственного производства, готово в холодильнике. Достаем вилочкой на хлебушек, просто великолепная закуска. Ну, жена как не ест типа балык, но куда-то эта баночка чудесным образом исчезает до вечера. В обед убираю, вечером смотрю, баночки уже нет. Все уже скушено, хотя балык мы не едим. Такой вот красный. Кто-то скажет, мало солил, но другие скажут наоборот, зачем столько соли. Но, ребят, поверьте, если классный сазан, если хорошая, вкусная, чистая рыба, речная, промытая, вот именно из хорошей воды, вот такого вида, у меня даже слюнки текут, как тунец, красноватый, там бронзовый отливает, там и жирок, и все. Это восхитительно, ребята, даже по запаху уже знаю, понимаю, что рыба посолена так, как нужно. Отвал башки. Просто нет слов. В меру. Такого балыка можно съесть просто тонну. Даже без хлеба, и пить не хочется. Максимум, что вот огурчиком закусить. Помидорки. Вот он, самый обычный, самый любимый обед для астраханца. Летом в жару достать из морозилки балычок, порезать его тоненько-тоненько, положить на хлебушек. Он начинает таять, расплавляться буквально на хлебе. Взять помидорчик, огурчик с грядочки. Все это съесть, закусить, запить квасочком. Ну ладно, не буду больше вас дразнить.
Мне приятного аппетита, а вам добра, мира, здоровья, чистого неба над головой. Пускай ваши все желания сбываются. Все, что вы в жизни загадали, все получается. Всех обнял, приподнял. Пока. А в целом, ребят, лучше, намного лучше. Я сам не верил в эту затею, когда начинал канал, когда думал, что вот буду убирать, поможет ли это хоть сколько-то природе, будет ли смысл в этом. Сейчас я вижу, что есть смысл, однозначно, не только то, что сам себя чувствуешь как-то человечней, а в том, что я вот проехал сейчас по берегу, и там, где были кострища, очень много костров после 1 мая. Сегодня уже 1 мая, сегодня уже 5 мая. Очень много костров, а мусора рядом нет. Вот такие вот, только, наверное, бомжи местные, которые оставляют, у которых, в принципе, совести нет, оставляют такой вот мусор. А так в основном чисто. Сейчас в одном месте еще вот мусор собрал. И очень много людей стоит по берегу, отдыхает, но берега чистые. Так что дело живет, дело работает. Реально есть смысл. Реально вот этот, наверное, пример. Надеюсь, он заразителен. Люди становятся цивилизованнее и культурнее. Всем пока.